Всем привет, дорогие друзья! Нет, я не обворовывал ясли, и у нас сегодня не поиск металлолома в детском саду. Рад вас всех приветствовать у себя на канале. Сегодня у нас металлобудни. Это значит, что сегодня мы будем разбирать всякий неликвид, всякий хлам, который люди тащат нещадно к мусорным бакам. Будем сегодня добывать цветной металл, будем ковыряться в цветмете. Но перед этим хочу выразить благодарность человеку, от которого прилетел крупный донат. Сам он пожелал остаться анонимным, так как находится в розыске. Ладно, это уже моя отсебятина, шутки за 300. Никто никого не разыскивает, это была шутка. Просто я не мог оставить это незамеченным. Огромнейшее спасибо за такой большущий донат. Респект тебе, братишка. Большущее спасибо. Итак, мой план по обогащению от шейхов начинает потихоньку трогаться с места. Если вы именно такой человек и вам некуда выкинуть свои деньги, то вашему вниманию представляю реквизиты, чтобы вы могли в любой момент, в любое для вас время выбросить их в мой карман. А если кроме шуток, у кого есть возможность меня поддержать любой суммой, ссылочки есть в инфоканала и в описании под каждым видео. Буду всем очень благодарен. То и дело периодически начинается дождь, прятался уже пару раз. На улице ближайшие дни не выше 10, дожди нарисованы сегодня днем до плюс 9. Я не зря сегодня подогнал сюда свою тележку, решил перебазироваться оттуда сюда. Помогли мне перенести стол, он влагой напитался, вообще тяжелый стал. Позже его нужно будет затащить вот в этот закуток и оборудовать место под дальнейшие записи роликов. До этого я здесь хранил пивные банки, также у меня стояли здесь телевизоры на разбор и прочий хлам. Пивные банки хранил вот в таких вот мешках, к которым пришел кирдык. Вначале думал, кошки когтями чесали, но нифига, пришли в негодность из-за жары. Вот, разваливаются прямо на глазах, всю прочность свою потеряли. Куда хуже обстоят дела вот с этими мешками. Тут совсем все в труху. А в них я напихал под завязку мелкий металл. И теперь придется опять потратить время, чтобы все это переложить. Здесь 3 мешка, и вон там вон еще у меня один полный находится. Все спалила жара. Надо что-то делать. Как-нибудь. Не сегодня буду возиться с этим. Опять обосрался и не учел вот таких вот исходов обстоятельств. Все было изготовлено к сдаче, но цены упали. На ошибках учатся, как говорится. Напишите, друзья, как у вас обстоят дела с ценами на металл. У нас он по 16 рублей. Так и стоит. Медь 400, латунь 200, алюминий в районе 50 или 50 где-то. Я, наверное, сейчас бы и рад по 18 это все металловозом отвезти. Не думаю, что у нас к зиме подымется до 20. Зимой дороги вообще не будет. Сдать уже не смогу. Опять оставлять это все на будущий год. Не знаю, напишите, что вы думаете по этому поводу. У нас всегда металл на пару рублей, на 3 рубля дешевле ставят, чем на приемке в других районах региона или в других регионах. У вас, допустим, 18 рублей, здесь 16 рублей. Отошли от темы. Сюда я решил перейти из-за того, что там, где я раньше снимал видео, там сквозняки. Вот даже когда ветра-то и нет. Там пролетает такой вот неприятный ветерок. Здесь вот кухни летние стоят в проулке. Вот такая же история. Там вообще конкретно сквозит, когда ветер, там вообще просто ветрище прям дует. Как это объяснить? Вообще без понятия, откуда берется этот ветер. В пакеты я пихал баночки, дабы они просто не валялись по всему огороду. Насобирал такие вот 2 пакета. Некоторые не особо в них сплющенные банки. Сейчас мы это исправим. Показывать не буду это бестолковое занятие. Сложим их в сетки из-под лука и закину их на сушило на чердак сарая. Там они никому не мешают. Пускай лежат. Снова капает дождь, уже вечереет, начинает потихоньку смеркаться, темнеть. В общем, начал я за здравие, потом бросил это дело, так как
В тележке уже практически все помятые. Да и овчинка выделки не стоит всей этой работы, так как у нас баночки в том году всего лишь были по 25 рублей на нашей мегаприемке, а в других там регионах они, по-моему, были, кто-то писал 60-70 рублей. Вот такие, ребят, цены у нас. Сейчас даже я не представляю, почем их берут. Дополнил мешок. Сейчас посмотрим просто, сколько весит. Глянем, сколько весит такая сетка примерно. Вот, кстати, завязки от кабелей антенных современных. Может, кто-то просто кому-то интересно, почему я говорю всегда. Оставлю на подвязке завязки. Вот. Также привязываю к раме велика металлоискатель и лопату. Мешок на ощупь вообще легкий. Давайте взглянем, сколько. 5 килограмм. В такую сетку влезает. Как-то так. Закину их на чердак. Кушать они не просят. Пускай лежат, ждут своего времени. Наконец-то все банки переработаны. Уже готовы к своему хранению. Получилось 4 мешка полные. Один начал только собирать. Баночек не хватило. Не давал толком мне этим делом заниматься дождь. 2 дня шел дождь, везде сырость одна. Один мешок мы с вами уже взвесили. Плюс-минус здесь вышло в 4 мешках где-то 20 килограмм. В том году у нас были баночки по 25 рублей. У нас вот такая цена, к сожалению. В других регионах она по 60, по 70 рублей. Даже где-то, по-моему, 75 и 80 я слышал. В общем, все готово. Сейчас я их закину в сарай и вернусь к вам. Приступим к разборке сегодняшнего хлама. Приступим к разборке вот таких вот 2 агрегатов. Кто-то вырос и притащил их к мусорке. Начнем разборку вот с этого. Здесь у нас алюминиевые вот такие вот вставки. В мусорке я заметил валяющуюся вот эту вот коляску. И вот такую вот. Я ее тоже взял. Сначала подумал, может, она алюминиевая, но, к сожалению, из чермета. Ну, тоже ее бросим в чермет, ничего страшного. Здесь я уже все обрезал. Вот эту ткань выбросил. Осталось только вот резину вырезать, поснимать. И колеса, это прям так кинем. Один фиг. Засор 6% на приемке. Пытался я разложить вот эту вот коляску, но, к сожалению, ничего не получилось. Видимо, еще я неопытный колясочник. Ну или может что-то заржавело или прикипело. Точно сказать не могу. Здесь даже на этой коляске вон, колеса накачиваются. Будем разбирать прямо так. Здесь вот есть вот такие вот обычные подрожковый ключ, гайки и вот такие вот клепки. Придется, наверное, резать болгаркой, ну или как-то может ударять молотком этот весь пластик, выбивать, доставать алюминий. Если что, применим болгарку. Так, друзья, от ткани мы полностью избавились, но что-то я рано радовался. Здесь все нафиг на клепках, просто все. Вот только вот. И здесь я какую-то еще на крестовую отвертку находил, вон на ручке. И все, остальное все на клепках. Блин, придется тащить болгарку, заряжать и пилить это потом все болгаркой. Вот еще одна гайка, остальное просто все на клепках. Прошло около 10 минут, и вот что удалось за эти 10 минут немного наколупать. Вот что удалось отбить, открутить. Ручку пополам сломал. Здесь, кстати, какой-то тросик был. На кнопку здесь вот нажимаешь. Не знаю, для чего это служит вообще.
Вот, какие-то тросы перекусил. Вот эта ручка тоже с алюминия. Здесь вот алюминий. Каким-то образом у меня колесо одно отвалилось, не знаю как. Ничего не откручивал, просто выпало само и все. Дубасил молотком, пластмасса очень прям гнется, прочная. Смотрите, она даже вообще никак не ломается. Придется пилить болгаркой, молотком, мало что получается. Вообще, можно сказать, ничего не получается. Приступаем к другим методам. Все, продолжаю возиться с коляской. Тут вроде так взглянешь на алюминий. Алюминий-то раз-два и обчелся. Кажется, что его уж тут не так-то и много, как вначале казалось. Этот пластмасс просто везде. У нас даже в АвтоВАЗе не так делают автомобили, как сделали эту коляску, блин. Не знаю теперь вот как этот вал, откуда, как начать его распилить, что ли, в каком-нибудь месте, как вот вытащить вообще вот эти, отсоединить колеса, хрен его знает. Пластмасса просто не поддается молотку, это бесполезное занятие, пилю даже болгаркой ее. Вот отфигачивал вот здесь вот эти вот части, так как ну просто все на клепках. Блин, я не знаю, сколько эта коляска стоила. Ладно, продолжаем разбирать. В общем, друзья, сдох мой болгарин, села батарейка, телефон тоже сел. Телефон подзарядил немного, вот взял его, болгарку заряжать надо, то есть работа встала, без нее вообще уже никак. Так как здесь полная жесть. Я не знаю, в будущем вообще буду я еще какие-нибудь коляски брать на разбор. Но было просто интересно взять и разобрать коляску. Никогда не разбирал. Но вот попалась вот такая вот хрень, которая полностью на клепках. Пилю один пластмасс с клепками. Никак отсюда по-другому не достать этот алюминий. Сначала не знал, как этот вал снять. Вот для чего вот тут вот эта клепка? Вот скажите мне. Вот на кой вот хрен вот сюда их зафигачили? Вот для чего? Для красоты, что ли? Я не пойму. Думал, как же снять эти колеса. Вон там виднеется вал. Снял вот этот кожух, распилил. И вот, потом нужно распилить этот вал. Бросаю на сегодня это дело. Сейчас же я выкину мусор и поеду куда-нибудь прокачусь. Поищу металлолом. Может быть, что-нибудь для следующего видео присмотрю. В общем, друзья, встретимся с вами, когда она будет практически разобрана. Неплохой такой шматок медяхи. Прям вот тут вот торчали пару волосинок. Достал, а тут вон чуть крошится. Неплохо. Вот алюминька еще. Друзья, у меня опять внезапные находки. Вот тут что-то торчит, не знаю что. Вот в земле. Я прям остановился, вот мое колесо стоит. То есть фиг его знает, что это вообще такое. И достается оно или нет. Блин, да ну нафиг. Я походу такую на копе находил. Или нет. Или в бетоне замуровано. Вот что-то. Железо какое-то. У меня с собой лопаты, конечно, нет. Я просто на велике решил прокатиться. Сейчас посмотрим. Может, чем-нибудь подковырну, если не глубоко сидит. Что это вообще такое? И не в бетоне или это случайно. Так, чуть поковырял. В общем, вроде бы это арматура, она в бетон идет. Сейчас что-нибудь еще поищем. Похожу сейчас вот здесь. Вот прямо внезапно просто нашел проволоку. И прямо метр от нее медяху нашел кусок. Там в куске в этом где-то полкило, мне кажется, точно. Снова, друзья, попалась красная проволока, но на этот раз она одна. Ну, такая вот. Не знаю, медь это или нет, по-моему, да. Да, вроде медь. Вот что мне удалось добыть в ходе сегодняшнего небольшого поиска. Точнее, прогулки, я бы даже сказал, разведки по моим излюбленным местам. Это черный металл, всякие такие вот прутки из чермета. Я сначала думал грязный электротех, но оказалось тоже
проволокой, чермет, электротех. Вот такой вот алюминий попался. Также захватил баночку по дороге и такой вот алюминиевый флакон. Но самое главное, это вот этот вот пучок и придаток к нему. Это у нас медяха. Она вся грязная. Тут и песок, я уже повынимал какие-то щепки. Вот этот вот уголочек там был, тоже вытащил. Сейчас мы ее, друзья, с вами тщательно промоем и кинем на весы. Посмотрим, сколько здесь, но полкило, я думаю, есть. А это очень хорошо, так как полкило медяхи просто так на дороге не валяется. Отправляем наше золото. Да, грязище конкретное там. Приехал оттуда весь грязный как черт. Вы все сами это видели. Я еще хотел туда кроссовки одеть, в кроссовках поехать. Я бы, наверное, вообще там утонул в этих замесах. Ах, бедное видео. Сколько дней я его снимаю, и все никак ничего разобрать не могу. Показываю вам добытый чистый алюминий, который был добыт в поте лица. Не знаю, сколько здесь, но килограмм, я думаю, точно здесь будет. Может, кило 200, кило 300, где-то так. Мороки было очень до хрена. Посмотрите только, сколько вот этих вот заклепок, шпилек пришлось мне надрезать. Надрезал шляпки. Потом вот такой вот сделал из этих же подручных средств кернер. И выбивал здесь вот это вот все добро, чтобы добраться уже до чистого алюминия, без всяких вот этих клепок, убрать весь чермет. Вот этот вал на задние колеса, он вообще заканчивался вот здесь, то есть он не шел вот туда вот. Можно было просто вот отламывать вот так и ничего даже здесь не пилить. Я сначала думал, может, куда-то туда уходит. Сил потрачено было очень дофига, а выхлоп всего лишь вот такой. Ну, это черный металл, это вообще он не в счет. Колеса вон отпилил. И вот такая вот вторая горка мусора получилась от этой коляски. Это просто жесть. Такое я еще не разбирал. Это просто, я не знаю, как назвать. Мучение только, скорее всего. Это все у нас идет на мусорку. С колес только сейчас сниму колпачки. Не знаю, вот этот штуцер латунный или нет. Вот посмотрите, сколько здесь отверстий. Это все клепки. Это все клепки. Вот. Самый легкий алюминий только достался вот из этой ручки, за которую возить коляску. А остальное сплошные дырки, сплошные вот эти вот клепки. Это самая геморная добыча алюминия в моей жизни. Я уже здесь копошусь 4-й день, а разобраны всего лишь 2 вот этих агрегата. Дождь совсем не дает работать, то целый день идет, то идет под вечер вышел, уже стемнело, то болгарка села. С одной стороны дождь хорошо, говорят, грибы пошли. И не было почти весь июль дождей, август вообще сухой был, сухостой, все высохло, дожди нужны. Так, дорогие друзья, на очереди у нас вот такие вот 2 прекрасные антенны. Начнем с них, оставим на потом газовый счетчик. Сейчас быстренько разделаемся вот с этими антеннами. Здесь всего лишь крестовая отвертка потребуется. Время разборки 2 антенн займет где-нибудь не более 15 минут. Также есть еще где-то вот нужно будет применить гаечные ключи. Если же первая антенна у нас состоит полностью из алюминия, то здесь вот эта решетка обычное железо, алюминий здесь только вот эти усики и вот эта вот планка. Такая антенна, я думаю, у некоторых стояла в доме. Это антенна Волга-Телеком, по-моему, так называлась эта организация. К ней подключался декодер по этому ресиверу через антенный кабель. И в месяц где-то 110, по-моему, рублей платили. Потом цена возросла, до 150 поднялась, еще больше. Это были далекие где-то 2010-е года. Мне кажется, вот где-то так. Я уже, может быть, запамятовал. 20 платных каналов выдавала эта антенна. Были интересные каналы, как Discovery, 7 ТВ, спортивный канал. Кто помнит, ставьте лайк. Также еще был не переименован Матч ТВ. Раньше назывался Спорт, потом Россия-1. В общем, было время. Отличный был канал 7 ТВ. Потом он, кажется, обанкротился. И Discovery. Я просто залипал на этих каналах. Все мои школьные годы были связаны с этими 2 каналами. Со временем цены вообще поползли вверх. И, кстати, у этой антенны был очень такой жирный минус. В пасмурную погоду, в дождливую погоду начинались кряки-бряки. Смотреть было просто отвратительно. Невозможно было смотреть на эти все глюки. Каналы тупо не показывали. И народ стал переходить на триколор. Когда триколор уже вышел, вот это вот стало унылым г***ом. А также во время грозы выходили из строя вот эти платы.
частенько приходилось их менять. Антенны полностью разобраны и уже лежат на столе. Всякие винтики, шпунтики. Много получилось вот таких болтиков и гаечек. Их я оставлю, шайбочки, так как они могут всегда пригодиться. Это мы оставляем, откладываем. Вот здесь еще гаечки, черный металл. Такие вот 3 платы. На одной даже есть такие вот бескорпусные КМ-конденсаторы. Это просто пустые. А нет, есть. Также в антеннах торчали огрызки от кабелей. Вот, пару грамм оттуда свинтил. И, собственно, алюминий. Вот что получилось. Вот с этого алюминия, самого длинного. Здесь еще нужно отпилить вот эту вот штуку. Решетка, гриль. Тоже идет в черный металл. Медь обсохла. Теперь можно ее спокойно положить на весы. Посмотрим, каков результат. Даже не 500, даже 600 грамм. Добавляем довесок, который был там неподалеку найден. 636 грамм. И результат. Ну что, друзья, настала очередь последнего сегодняшнего пациента. Это вот такой газовый счетчик. Вот его информация. Давайте разберем. Будем надеяться, что здесь вот эти части алюминиевые. Также может внутрянка какая-то попадется тоже из алюминия. Очень надеюсь, что это не цинк. Здесь все да проще простого. Нужна отвертка минусовая. Ну и здесь то же самое с двух сторон. Вот эта камера откручивается. Никаких заумных болтов здесь не надо. Вот верхняя крышка тоже на таких же. Сейчас его открою, посмотрим, что внутри. Ну что, дорогие друзья, счетчик практически до конца разобран. Он оказался алюминиевый, чему я несомненно рад. Может быть, я и чушь какую-то сказал, что счетчик, возможно, будет цинковый. Цинковых подей не бывает. Алюминий это уже радует. Вот еще алюминий. Здесь вот эта вот запчасть внутри счетчика, вот с этими циферблатом, с этим, она цинковая. Это уже не алюминий. Вот эту штуковину я снял сверху. Здесь еще вот латунные такие штырьки, срежу потом. И вот эту вот еще пластину остается снять, она из железа. И все, это уже готовый алюминий. Очень радует, вес тут хороший. Здесь килограмма 2 в этом счетчике. Или, ну да, где-то под 2 килограмма точно будет. Вот эти вот кругляши тоже из алюминия. А вот это черный металл, где находилась камера. Все, дорогие друзья, сейчас все разбираю. И будем с вами взвешивать сегодняшний добытый алюминий. Наконец-то пришло время все взвесить и подсчитать. Кладем мелкий чермет. Кило 620. На весах остальной черный металл. 3 килограмма 140 грамм. На экране будет появляться сумма, которую мы заработаем с этого хлама. На данный момент почти 52 рубля с черного металла. Цинк не будем взвешивать. Вот латунь давайте просто посмотрим, сколько здесь граммулек выйдет. 56 грамм латуни. Следом идет медь. 644 грамма. Забыл взвесить тару, нагрузил в нее алюминий. Пришлось все выложить. Сейчас оттарим. Все уложено, смотрим вес. Вес ровно 4 килограмма. Неплохо, я думаю, для сегодняшней разборки. Сейчас все почитаем, посмотрим на конечный результат. Можно, конечно, добавить еще вот эти вот прибамбасы, которые были найдены, но они как-то роли не особо-то будут играть. Прибавилось там грамм 20 всего лишь.
И если тем более не считать сегодняшнюю найденную медь, то заработок получится совсем унылый, так как алюминий у нас по 50 рублей. В некоторых районах, городах, там, допустим, регионах совсем цена иная, допустим, там около 70 где-то, может 70 рублей. Сейчас сосчитаем и посмотрим. Сосчитаем вместе вот с этой найденной медяхой. Сколько получилось за сегодняшний ролик. Расчет-подсчет закончен. Итоговая сумма на 523 рубля. На этом у меня все. Спасибо всем большое за просмотр. Особенно, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Увидимся с вами в новом ролике.